Друзья, добро пожаловать в Дели. Именно отсюда начинается мой путь вглубь Индии. 2 часа местными авиалиниями, и я в прекрасном городе Рачи. Краткий обзор комнаты. Все как обычно. Вентилятор, чтобы комары не кусали. Кондиционер не нужен. Телевизор, который тоже не нужен. Ну и все. И самое главное для меня вот что есть. Много-много розеток и, естественно, Wi-Fi. Дверь. Еще какая-то дверь. И сразу выход в общий туалет. Окей. Здесь какой-то дядька. Кухня. Я вот так и не понял, это сюда или раненых подвозят, или что-то. Ну и здесь есть вот такие вот рыбки. Ну, в общем, отель. Мой любимый отель. Утро начинается с большого количества тук-туков. Это уже 3-я. Нам нужно добраться до станции и сесть на автобус. Хотел рассказать историю очень замечательную, которая вчера произошла со мной. В общем, вечером, когда я шел из аэропорта, остановился возле прохожих, спросил, где гостиница. И стоит девушка с большими красивыми локонами, с красивыми ногтями, хороший педикюр, от нее прям пышет. Красивые глаза, брови выщипанные, татуаж. Я понимаю, что-то какая-то непонятная ситуация, что-то здесь не то. И общаюсь, спрашиваю. И только в конце понимаю, что это не девушка, потому что у нее борода. Здесь обман зрения. Ну а пока что идет акклиматизация. 2-й день. Да здравствует комната специальная. Здесь очень много сортов манго я сейчас увидел, пока едем. И красные, и желтые, и оранжевые, и зеленые. Сейчас спросил у местных. Действительно, в этом регионе много выращивается манго. Много садов. Когда выключаю камеру, всегда идут красивые девушки в саре. Включаешь камеру, одни бездомные попадаются. Я думаю, что сегодня лучше завтракать только бананами. То есть любой фрукт, который закрыт, который находится под защитой кожуры. Потому что опасно ехать в дорогу. После уличных завтраков. Автобус не будет останавливаться для твоих нужд. В поисках бананов. Очень интересные какие-то фрукты продаются. Я банан хочу. А ты что? Я кушал этот. Сколько месяцев? А это нормальный банан? Да. Здесь очень вкусно пахнет. Реально вкусно. Я не знаю, вот травы какие-то и лайм. Прям все это смешалось в воздухе. И приятный аромат. Викас в поисках завтрака. Не хочет он банана. И что ты будешь завтракать? Немного овощей и это, и сладкое. Пари не है. А? Типа ты руки помыл?
После солененького нужно поесть сладенькое. Он с таким аппетитом все это ест. И все это стоит. Сколько все это стоит? 20 рупий. Можно позавтракать. Лучший завтрак за сегодня. Бананы очень ароматные. Ну, такие я вообще ни разу не ел. Они прям рассыпаются. Но самые лучшие бананы, повторюсь, это Бангладеш. Кисло-сладкие. С очень приятной кислинкой. Билет на таком автобусе стоит 350 рупий на человека. 4 часа пути. Если увидели мужчину вот с таким цветом волос в Индии, знаете, что он мусульманин. Здесь многие красят волосы в такой цвет. И бороду, и голову. Осталось 20 минут, и мы на месте, но цель достигнута, я думаю. Потому что я уже вижу горы и карьеры. Именно сюда мне нужно было попасть. Чуть позже узнаете, зачем. И еще хотел сказать по поводу путешествия по Азии. Если вы хотите что-то увидеть, и это стоит каких-то определенных денег, советую всегда изначально узнать цену. Не пользоваться услугой, пока вам не обозначат цену. Потому что сам несколько раз попадал в ситуации, когда кидали на деньги. Изначально была не обговорена сумма. Я знаю, что эта услуга стоит в 10 раз дешевле, но ты посмотрел, ты увидел, ты дотронулся, ты попробовал, все, плати. И ты не прав в этой ситуации. Поэтому любую услугу спрашивайте, сколько она стоит. Изначально узнавайте. У меня такая ситуация была в Бангладеш, когда мы приехали на остров смотреть змей к цыганам. И я спрашиваю у проводника, сколько стоит. Ну, где-то 200-300, говорю. В итоге нам зарядили 10. Кое-как на 1000. И дело в том, что убежать даже было некуда. Отель номер 2. Без окна. Одна кровать. Какой-то кухонный гарнитур. Египетская картинка. Кондей работает. Ну и вот такой вот цыган стайл. Ну и кресло такое же. Единственное, что радует, наконец-то не отверстие в полу. Вот есть вот такой вот трон. Все здесь очень сжато. Очень. Так выглядит отель снаружи. Ну, а мы сейчас быстро перекусываем и идем искать нужных нам людей. Наконец-то я вижу помидоры с огурцами. Очень много кокосов, но они не крупные, мелковатые здесь. Девушка с зонтиком, с тазиком. Кто как может, тот так и укрывается от солнца. Ой-ой-ой, я сейчас увидел, что они там делают. Они просто пюре для самосы вдавливают руками.
Вкусняшка. Попросили заснять, как они готовят сладости. Здесь какие-то булочки. Но это, наверное, что-то с начинкой внутри. Это он вот приятно кушает. В общем, движуха идет. А пацаны там мнут картофель. Друзья, в Индии ощущается все как-то по-другому. Время течет иначе, расстояния растягиваются, а обычные вещи, например, такие как оплата чего-либо, превращаются в настоящий квест. Тут карточка не срабатывает, там банкомат высмеивает твои попытки снять наличку, ну а где-то просто требует кэш. Причем не твой, а местный. И в такие моменты начинаешь понимать, что к путешествиям нужно было готовиться лучше. Условный туристический дзен – это, конечно, хорошо, но когда у тебя из денег только пластиковая надежда, это уже дзен с подвохом. Но, как говорится, нет худа без добра. Благодаря таким ситуациям я смог открыть для себя ребят, которые оформляют иностранные карты полностью удаленно. Без поездок, без хлопот и без вопросов. Просто написал им в Telegram, и курьер привез мне карту домой, которой пользуюсь я во всех путешествиях. Это реально очень удобно. Карта работает в любой точке мира. Хоть в Индии, хоть в Турции, хоть в параллельной реальности, куда иногда попадаешь на индийском автобусе. Можно расплачиваться, снимать наличные, бронировать отели на Booking, Airbnb, оплачивать свои любимые подписки и многое другое. А главное, выгодные курсы, минимальные комиссии и даже премиальные карты с доступом в бизнес-залы. Все легально и с гарантией. Ну а если что-то пойдет не так, вам полностью вернут деньги. И что важно, по промокоду «Другой мир» вам дают скидку в 30%. Что, скажем, прямо лучше, чем лететь в тот же Казахстан в попытке открыть счет самому. Если уж ехать за границу, то обязательно с иностранной картой, иначе без нее будут проблемы. Ссылку на проверенных ребят оставлю в описании или сканируйте QR-код прямо на экране. Ну и самое главное, не забывайте про промокод, который дает скидку в 30%. Я не могу ближе подойти. Вот представьте, вы берете вот этот вот детский горячий пластилин в руку и вот так выдавливаете. И вот так пюрешечка с приправами вылазит из пальцев. Здесь лучше аккуратней, а то раздавят. Так, ну что мы сегодня? У Мукеша едим. Ой, как вкусно все выглядит. Как это называется штука? Панир? Paneer. Matar paneer. Mixed veg. Mixed veg. Ты ж, ну, красиво все, реально. Там написано. Глиняные кувшины. Удобная очень штука для того, чтобы носить воду. Что еще хотел сказать? Мы сейчас ехали в автобусе, я представил утрянка или вечерка. Я с двухстволочкой на плече. У меня на поясе висят две кряковы. И я иду по лесу, а там родник. И жена вся в ромашках и выходит вот с таким кувшином на плече и идет домой. Вообще гармония. Это красивая картина. Пора раскрыть карты. Мы едем в место, где добывается уголь. Там находятся угольные шахты. Рядом добывает государство с частниками. Частники незаконным путем добывают, чтобы выжить. Какие проблемы могут ожидать? Проблема – это белое лицо и камеры, потому что с этим местом связано очень много всяких расследований репортерских. Это французские репортеры расследований, использование детского труда, потом какие-то местные ассоциации, загрязнения воздуха, воды и окружающей среды. Deutsche Welle тоже незаконный детский труд. Все. И все тому подобное. Поэтому не знаю, как мне быть незаметным, но придется это сделать. Вариантов нет. Проделан очень большой путь, чтобы добраться сюда. По поводу местности, в которой мы едем, хотел бы подметить, что здесь мало попрошаек.
Здесь немножко почище. Все как муравьи, чем-то заняты. Такая производственная часть Индии. Пока все прекрасно. Жена раздраконила, говорит, хочу кокос. А его здесь много. Ну, я ей рассказываю. Поэтому я захотел уже кокос. Дым идет, значит нам туда. Там жгут для чего-то уголь. А для чего, это уже на месте выясним. तो अब तो खत्म होने Справа от меня поселок, там, где живут рабочие. Слева от меня карьер. इतनी पहाड़ पर Но здесь видно КАМАЗы. Здесь государство добывает. Они где-то внизу по соседству. Нужно аккуратно подойти. Хорошо, что अच्छा वो जो सामने दिख रहा है в темном хотя бы не будет видно, как белую ворону. निकाला तो वो माल इधर फेंका और इधर से निकाला तो उसको उधर फेंका Пытаемся узнать. Сюда нас точно не пустят. Самое главное, не вызвать у них подозрений никакого. Вообще никто не замечает, что мы здесь. От слова совсем. Здесь везде стоит дым, везде пыльно. Ну, угольная пыльца летает. Привет. Hello. अब लोग यहीं से लोकल है अब ऐसे ही इधर धुआं रहता है ना Здесь очень жарко, я не знаю почему. Там было намного прохладней. Надо сначала в доверие втереться потихонечку. Типа мы тут с Гоа прилетели туристы. Потому что там, где работает телевидение, там очень большой бюджет. В сотни раз больше, чем мой. И там подкупается все, что можно. И люди не боятся. Потому что они получат, даже если потеряют работу. Деньги неплохие. नहीं नहीं ब्लॉग नहीं है वो रिसर्च स्कॉलर है हाँ रिसर्च कर रहा है हाँ सही ये ऐसा आएगा Не все так просто, как я и думал. То есть я вызвал здесь подозрение, и все жгут уголь, а как его добывают, ну, здесь пытаемся теперь другими путями к правде матки добраться. Так выглядит поселок, в котором практически все занимаются углем и разведением скотины. Но здесь прям такие своеобразные трущобы. Еще и Викас одел незаметную темную рубашку. Поэтому будем искать, еще и темнеет. Позади нас уже человек 20 смотрит нам в спину. Не понимает. Пока Викас их отвлекает, мы посмотрим эту часть. Ну, я вижу много буйволов здесь. И в той стороне жгут уголь. Вон. Что-то делают с углем. Ну, а мы пока просто гуляем. Просто туристы. Здесь даже рыба есть. Корова кайфует от жары. Спасается. Здесь очень жарко. Прям вот очень и очень и очень. На горизонте тот самый дым. Пока придется отключиться. Да, так она сказала, что когда нет как полиция, тогда они заберут. Уголь оттуда Да, берут да. потихонечку. И они посмотрят, когда полиция когда-то будет
Для чего жгут? Я объясню. Когда-то бывает перерыв или какое-то событие, тогда полиция мало, и так они забирают. Сначала они зажигают, чтобы как смог было, и потом они как на кухне... А для чего жгут? Сначала Да. что-то как смог уходило, Чтобы он рассыпался? да. И потом они используют в кухне, то они бывает тот же как смог. Кизяки для отопления в холодное время года. Топится все. А уголь, похоже, весь идет на продажу. В общем, пока правду невозможно добиться, это все они его жгут, чтобы не было на кухне дыма. То есть тоннами используется уголь на кухне. Но на самом деле он идет на продажу. Они боятся говорить, потому что есть кизяки для отопления дома. Нету смысла таскать, горбать уголь, когда есть кизяки. Скорее всего, его нагревают, и потом он хорошо крошится. Я думаю, только для этого это и нужно. Интересный процесс, конечно. Может быть, поэтому здесь жарко так. По-хорошему лучше отсюда уйти, потому что какие-то начинаются непонятные проблемы. Все за нами смотрят. В общем, здесь все связано с сотрудниками. Поэтому ребята, которые здесь снимали сюжеты до этого, постарались так, чтобы никто больше не снял, потому что информация вышла далеко даже за пределы Ютуба, и здесь были сильные разборы. Не категорически даже не разрешают посмотреть дом, даже за деньги предложил. И один подошел и говорит: по добру, по здорову, auf Wiedersehen отсюда. Это лучшее, что может быть у вас сейчас. Поэтому, наверное, не стоит все-таки искушать судьбу. Здесь все очень серьезно. С этим углем малой проговорился. Изначально такая версия трактовалась, что это все для кухни, но какая кухня? В стране, где жарко и редко бывает холодно, а кизяков там предостаточно, чтобы согреться в зимний сезон. В каждом дворе, практически в каждом дворе горит уголь. Большие камни превращают таким образом в мелкие. То есть его нагревают для того, чтобы потом было легче раздробить. И одно корыто, как сказал пацан, 500 рупий стоит. Большой там мешок какой-то. Какого размера мешок, непонятно. Информация здесь быстро просто уходит о том, что चुजक्की здесь находится. मेंस के फोटो है ना आप लोग ऐसा हैप्पी सीन आएगा सबसे टॉपर यही वाला है हर के वही वाला Ты мне знаешь, скажи, что у них состояние какое-то? Алкогольного опьянения? Не пойму, लोग किस दिन आएगा Они आप под लोग को чем-то, वहाँ да? पर से चलो आप लोग को लोकेशन देखा देखा भैया कौन सा दारू पिए? दारू नहीं पिए दारू नहीं ताड़ी ये ताड़ी ताड़ी ये तो ये जो गाछ लगा हुआ है ना भाई वो देखो वो लंबा वाला गाछ है ना ये वो तो देखियो पश्चिम का तो लंबा वाला गाछ है ना वही वही का जेरे वा चलो आप लोग को लोकेशन दिखाते हैं चलिए Финиковая пальма? चलिए इधर से लोकेशन दिखाते हैं पूरा बड़ी बड़ी बहुत लोकेशन हैप्पी आता है है पूरा हैप्पी मस्त है पूरा कोई То есть बोलेगा они все नहीं под чем-то. कौन इसका जो दवाई या पकाजू Давай, давай. टॉप में आएगा आप लोग को Окей. हम लोग अभी जाने एक लड़का आ रहा है इधर से कोई बॉय आया Их прям штырит, серьезно. Глаза плывут и все. छुट्टी में है ना भैया Такие уже возраст могут и разорвать в клочья. इधर इधर है ना Это вот самый такой момент, когда море по колено. Не знаю, куда отведут нас. अरे हाँ और Я понял, про какое дерево они говорят. Это пальма, у которой добывают сок, скорее всего, или брага, или вино, или самогон, что-то делается из него. हर एंगल यहाँ पे Сахарная пальма. यहाँ से पूरा मस्त आ जाएगा इधर Такое видео раньше снимала я. Как добывается сок потом. अरे सागरोज अब भैया आप बोल रहे इधर तो शूटिंग ले लीजिए आप Они нас там не... ले रहा है कोई तुम टेंशन ले लो
В общем, этот пацан показывает нам сейчас, где он добывает уголь. Но я надеюсь, что мы туда идем, а не в последний путь. Он, да, действительно добывает здесь уголь. Ворует у государства или, я не знаю, у кого. Ну, тут без вариантов, тут надо жить. Воруешь, не воруешь. Нужно жить. Я сейчас недавно слышал взрыв. Ну, там за нами вся деревня идет, Викас. За нами вся деревня идет, сейчас нас спалят. А где они собирают его? मतलब तुम यहाँ लोग कहाँ से बच्चे कहाँ से कुछ निकलते चेंजेस हो? तुम लोग कहाँ से निकलते हो? Да, от них कोने से उस перегаром. А, прям там собирают, да? А в какие дни они это делают? तो तुम लोग कब निकलते हो? हाँ कब? सुबह सुबह 5 राना बजे उतरम। Рано утром? 4 बजे 5 बजे हम लोग Полиция ловит их? Полиция ловит их? पुलिस नहीं उठा के ले जाता है? नहीं हम लोग का माफी है क्यों? क्यों हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ घर सामने है Да, полиция Там ничего много не скажет, пусть हम लोग потому что इसको- они живут здесь, они маленькие. А, им можно, да? अगर नहीं करेगा तो हम लोग उसको डरा सकते हैं Здесь, получается, добывает государство, а местные Вон жители там тоже. себе собирают. सुन रहे А сейчас никто не собирает в такое время? और अभी कोई नहीं कर रहा है। ना अभी सिर्फ सुबह 6 बजे उसके बाद हम लोग तो आ इधर गए से 600 или 6 часов утра. सक्सेस В это время полиции нету? нету или не как-то может Сколько можно заработать за день? तो कितना कमा लेते हो एक दिन में निकाल कर? 1000 रुपया ऐसे 30 1000 рупий в день можно заработать. इतना हम लोग कमाते नहीं Давай इसलिए हम отсюда लोग уходим, कपड़ा а, बढ़िया по-хорошему. पहनते हैं। देखिए Тут जीन्स что-то हम लोग какая-то- ब्रांड पहनते हैं और चप्पल भी देखिए हम लोग ब्रांड पहनते हैं इसलिए हम लोग यहाँ तक टॉप पे पहुँचे हैं हम लोग का भी वीडियो में सर्च करिएगा हम लोग हम टॉप में आएंगे ओम प्रकाश Пойдем отсюда. Они все, सबसे बोल दो मत आए। они все падают. ए, सब निकालने बंद हो रहा सबके निकाल Похоже, закуски вообще не было. Без огурца. За 150 जब बोल рупий 10 он रुपए हाथ में согласился दे रहे थे, यहाँ निकालिए क्या हाउस में दे रहे थे। показать, что он принял на грудь. ए, निकालिए सब बच्चे जैसे गुर गुर इधर। Вот этот нормально нахрюкался уже. Поднакатил. हेलो क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं अपने Слушай, а у него жены нет случайно? Жены нету? У него жена 10 есть? रुपये हम लोग के दीजिए हम लोग माल पी लेंगे आप शादी हो लोग गया तुम्हारा? हाँ? शादी हो गया? नियत Нет еще? Нет. Странно. हम लोग दिखा देंगे आप लोग को मतलब कि 10 रुपीज में से 2% माल वो लोग पीने देगा समझा क्या हम लोग को पीना नहीं है? हम लोग आप लोग को पीना नहीं हम लोग Что-то про 10 рупий разговор ведется. Дети еще не понимают цель нашего прихода, यहीं पर है यही है यही а взрослые уже секут всю поляну. Вот чей-то домик. Да. नहीं नहीं इधर से भी है ना माना देखिए लगा है क्या क्या 100 रुपए थे तुम? А вон же вон уголь жгут. потом А, да. Так я так понимаю, что они за пойлом. Блядь. Слышь, тут смотри, вся деревня идет, Викас, ну чё? Вот это молоко пьют? ये दूध है? अनाज 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 Анализ? ये क्या है? तड़ी है? हाँ अनाज से बनता हुआ है इसमें कुछ सामान और वगैरह डालते हैं अनाज Они готовлены как-то вина из риса. Угу. Это вот эта штука белая. Да. И она сколько градусов в ней? Сколько градус? Ну, алкоголя сколько градусов в ней? इसमें कितना परसेंट अल्कोहल होगा? Они не так понимают, сколько процентов. Ну, он крепкий, strong, light, wine, водка. Водка, вайн они никогда не пили. Не Они пили. даже не знают, как сравнивать. Хорошо, сколько градусов? Узнай, пожалуйста. इससे एकदम पूरा नशा हो जाता है? नहीं नशा नहीं होता है, नशा होता है हल्का फुल्का होता है. Можно я попробую? Глоток. पीता ना ओवर अभी Да, глоток попробую. थोड़ा सा ये इसको टेस्ट करवा सकते हैं? मारी पीते हाँ ठीक है पीला Че он говорит?
Что он говорит? Он. Он сказал, что пьющий здесь. Ага. Выбухший на как зара или на солнце, то это полезно. Когда буду на солнце, мне будет полезно выпить алкоголь. Бабушка пришла. अचानक आप लोग को देखा था तो शॉर्ट हो गया हम लोग की आता एक बार मुझे वहाँ फोटो। मतलब एक साल बाद आए समझा अच्छा इसलिए आप लोग को देख के आप लोग समझ लगा कोई और है क्या वो अभी आए ना हम लोग का मतलब पूरा सपोर्ट किया हम लोग मतलब रील में देखा रील में हम लोग के आए थे आगे बढ़ा 10 के मिलियन में से हम लोग को वायरल कीजिए समझा इसलिए Нам несут? आप लोग यूट्यूबर हैं यूट्यूबर Не YouTube, не YouTube. रील नहीं बनाते हैं No YouTube. घूमे हैं घूमने आए कितने Путешественник, скажи. मुझे сказал Сейчас я вам дам другое попробовать. Спасибо. Sit down, please. В общем, у нас, как обычно, приезжаем снимать одно, снимаем другое. Сколько ему лет, Викас, вот ему? कितने साल के हैं आप 18 18 18. Слушай, ну они тут все взрослые под чем-то, да? Все на соке, я имею в виду, на рисовом. यहाँ आपका जैसे बहुत पहचान वाला है А нам принесут? да Сейчас все будут смотреть, как мы пьем. Я глоток прям сделаю. Это, जितना पी सकते скажи, пусть принесут 3 стакана сюда. 3 стакана пустых. हैं आप बोलिए Сейчас я им другое покажу. खाली ऐसे नहीं पी सकता है Да. М. नहीं होगा ऐसे नहीं होगा ऐसे आप नहीं 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 М. मैं नहीं पीता ये करिएगा छोड़ दीजिए यार काकी Ну, это брага. Это брага. 3 стакана принесите. Я вам сейчас покажу, что надо пить. तीन वो ग्लास लेके आइए ना खाली खाली Пустые. 3 गिलास लेकर आइए Какую-то муть пьют. Они еще не знают, что я сейчас вытащу с рюкзачка. Кто-то только что наступил ногой в этот суп. पैसा ऐसे सब निकालिएगा ऐसे Тут, по-моему, уже с соседних областей начинают съезжаться люди. मेरा नाम Тут свадьбу играть выгодно. Здесь купаются, моются. Здесь у них все весело. Масштабы мероприятия. По половине налеем. Да. И в другой столько же. Все. Дай попробовать ему. Просто мне интересно, как он. На, попробуй. На, for you. नहीं कोई नहीं लेते इधर इतने Попробуйте. गिलास लगाए Переведи, пожалуйста, это русский коньяк. ये रशियन का फेमस गिलास लगा रहे जीजो रशिया का फेमस दारू है हाँ इधर बहुत फेमस है До дна скажи сразу. एक ही बार में पी जाइए Он, чувствую, чувак просто уже с баклажкой пришел. Чуть-чуть ему налей. Все. А это убирай. वंश में तो आपका ही ऐसा हो जाएगा Мне хочется заматериться сейчас. Let's go. तो для чего это кого А это кому? Это вот, на. Будешь? Нет, детям мы не будем предлагать, взрослым. На. Попробуй, бать. अंकल नहीं लेते हैं शंकर नहीं लेते Я поставлю, короче. आप हमारी Давай. Нет. बहुत दूर जा ले ये डाल पानी को ना डाले तो दाल पानी डाल के मारे रशियन दारू है Короче, весело тут. Он-то... जितना आप इससे होता है ना इससे ये दोगुना है इससे हाँ जितना इसमें पसला Сейчас за дверью выпьет. Так, я рюкзак пока возьму. Я сейчас хочу заснять, пока отвлеклись они все. Видите, большие куски угля лежат. हाँ यहाँ बहुत बड़ा लोकेशन Вот они их как раз сюда притаскивают и их нагревают. वहीं पर भी जाइएगा मिल जाएगा Слушай, он скромный, за дверью пьет, да? Стесняется. Вот так вот выглядит по-крупному
Так выглядит уже по-мелкому. हेलो मेरा टाइम पास हो चुका मतलब यहाँ ही नहीं जाते Здесь очень жарко. В общем, на тракторах по вечерам узнали, скидывают свои же дяденьки им вот такие большие глыбы. Они их все, что можно, кувалдой колотят. Все остальное с помощью огня превращают в пыль. Все просто. В общем, как говорится, рука руку моет. Ну, на самом деле, их я вообще не осуждаю ни в коем случае. И им надо жить на что-то. Им реально нужно на что-то жить. Поэтому тупо жить возле карьера и быть голодным. Просто тупо. Очень странно, что нас эта толпа отпустила. Money, money. Best friend, money, money. В общем, Money, money. money. Why? Why, money, money. В общем, все знают слово money. Уходим. Я... Главное, чтобы рюкзак у меня не дернули сзади. И сумку. Ты не догонишь просто. Вот он дернет, ты его не догонишь. Он местный. Вечером в таких поселках лучше не гулять. Если ты не индиец. Тихонечко выходим. Ну, принцип понятен. Все понятно. Жалко, конечно, что не удалось спуститься вниз, но в таком цвете на черном фоне мы очень заметны. Здесь все пропитано углем, пылью. Абсолютно все. Я на лавку сел, потом встал. Хотя на ней сидели. Вот черный. Чем дальше от больших городов, тем веселее жизнь. Еще одна справа угольная шахта. Карьер, вернее. Там уже вышли и пасут нас. Здесь видно, что там уголь есть. Все черное. Все в пыли. Здесь многие сидят, играют в карты на деньги. В двух местах, где я проходил, сразу быстро деньги прячут. То есть продолжают играть в карты, а деньги прячут. Попытался узнать, по какой причине. Так и не узнал. Наверное, здесь запрещено законом играть на деньги. В картишечки. Играть здесь все. Потому что у одного он так подкидывал карты, другой ловил, они веером в воздухе цифру 4 нарисовали. Здесь свинья с серьгами, с бусами, вернее. Дедушка что-то остановился. Вот справа видно пласты угля. Впереди такая же деревня, мне кажется, идентичная. Ну какая птица красивая. Здесь не все радужно реагируют. Некоторые прям подходят и спрашивают, что тебе тут нравится, какие фото ты снимаешь, для чего. Но здесь все на угле зарабатывают, абсолютно все. Карьеры, потому что еще и с другой стороны. Здесь коровы живут лучше, чем люди. За ними хороший уход. Дедушка напротив не разрешил снимать, как он доет. Не знаю, что застеснялся. Так, ну и вот самое интересное, это вот этот момент, как дерево оказалось на такой высоте. Здесь, ну, минимум 7 этажей. Я вообще не могу понять. И у всех спрашиваем, никто не знает, как оно там проросло.
Еще уголь. Это кирпичная труба. А родители не помнят? Взрослые? Неужели столько лет дереву, что никто не помнит? इनको पता है आपको पता है ये कैसे हो गया था और कब हुआ है आपके जानने में हुआ है कि मतलब पहले ना बहुत पहले से है मैंने तुझे नहीं जाना करता ना जम्मू जिला जैसा मुझे भी लगा बहुत पहले से बहुत पहले कितने साल से ऐसे ही है हम लोग को 20 साल से ज़्यादा 20 лет она Глаза начинают слезиться. Соль опускается вниз. И, в общем, пот. Дерево загадка. Выросло, но никто не знает, как оно выросло. Даже бабушки. Здесь, говорят, по ночам очень красиво, потому что все, что днем дымит, вечером все горит. Получается, здесь все время дышат все только дымом. Круглый год здесь дым. Потому что процесс бесконечный. Как в Варанаси. Погребальные костры. Никогда не останавливаюсь, так и здесь. Только здесь уголь. Вот этот дядька стоял. И Викас, он за нами идет, посмотри. Он что-то хочет сделать, Викас. А? игнорировать Да я-то игнорирую. Просто он стоял, дал нам обогнать его. И за нами. Он прям вплотную идет. Я чувствую его дыхание. Я не могу повернуть камеру. Он уже дышит мне в спину. Да, наверное. Фу, какие они вонючие. Он остановился. Просто 300 килограмм. Как косуля прыгает. Звуки ж такие издает. Дядька в синем нас преследует. Внизу что-то происходит. надо поставить меня Остатки прячем. Ну, чтобы не было вопросов. Какие-то гуляния массовые. А чему посвящен праздник или что здесь? Свадьба? Свадьба? А где невеста, жених? Там кто-то внутри. Говорят, что свадьба. Вот и свадебный кортеж. Я так себя неловко еще ни разу не чувствовал. Здесь происходит одновременно несколько свадеб. Вот на данный момент, по-моему, 3. Здесь свадьбы для бедных, вот в таких темплах. Сейчас сыпят зерно и какие-то конфетки. Ну, невеста, я не знаю, сколько лет, как будто очень и очень молодая. Здесь невесту уже вообще не видно, она закрыта. Жених бородатый, но молодой.
Рядом женщина что-то поет. Тут главное без телефона не остаться в этой толпе. Очень интересно, но жарко там. Даже местные задыхаются. Мужики отдельно, как у мусульман. Женщины отдельно. Молодежь на мотоциклах отдельно. Пора покидать. Ну, это, наверное, все-таки какая-то торжественная часть. Застолье должно быть дома. А может и не будет, если это бедные, в принципе, в своем узком семейном кругу. Так, давайте еще раз посмотрим, как выглядит авто. То есть это обязательно оно украшено цветочками. Цветы, цветы, только цветы. Все красиво. Очень много красивых девушек сейчас попалось. Вот прям реально красивые. Неудобно было просить сфотографироваться, потому что кавалеры рядом находятся. На сегодня, я думаю, угля достаточно. Поэтому цветы. Сколько стоит роза Викас? Узнай, пожалуйста. Один? Ну, да, одна сколько стоит? एक कितने का है? एक फुल 20 рублей одна роза стоит. Хорошая цена. Только некому дарить. Вот эти цветы очень интересные. Значит, он их убирает в пакет. А, они не продаются целиком, что ли? Я не понял. Кусками? продаются. Ну, я смотрю, он просто снимает часть. Что? То есть вот это можно целиком купить, правильно? И половину. А половину можно? Один можно купить. Можно и так, вот. Понял. Так, ну давай здесь прям выпьем. Они отличаются в цене? कितने का है? हाँ? 60 за один. Маленький или большой? Как хотите, вы Таких нет. можно? Сказали, что не играет значения размер. Типа в маленьких тоже много сока. Большой уже почти соспел и готовится стать орехом. Трубка как будто стержень от шариковой ручки. Конец. Но вкусный, он реально вкусный, такой кисленький, сладенький. Мне мало, мне надо 2 таких. Если его еще засунуть в холодильник часа на 4, будет просто сказка. Надеюсь, что мы сможем подойти и увидеть людей, которые носят уголь. Время 7:20 утра. Направляемся на угольный карьер. Но не там, где вчера были, а сегодня мы поближе, потому что
на обратном пути вечером я увидел место, где люди прям близко к основной дороге. Большое количество людей, рабочих, стояли с корзинами, в которых был уголь. Попробуем. Как говорится, попытка не пытка. Где-то здесь недалеко мы уже на месте. Я думал, что козы воняют только у нас. Здесь тоже очень сильно пахнут они. Вот сейчас проехал грузовик, животновоз, козовоз, можно сказать, полный коз. Такая вонища стоит. В основном преимущественно от самцов. Самцы, они прям издают такой зловонный запах. Его ни с чем не перепутаешь. С развитием технологий с каждым годом все труднее и труднее снимать интересное видео, находить интересный материал, потому что почти у каждого уже есть телефон сотовый. Каждый третий, даже в Индии, наверное, имеет доступ в интернет и все это видит. И также читает комментарии, делает выводы, кому можно разрешать снимать видео, кому нет. Начнем отсюда. Якобы мы туристы. Сразу за вот этим храмом находится карьер. Уже издалека я увидел, что там очень и очень много камер. Малыши. Дедушка, который смотрит за этими малышами. Здесь забор. Я вижу, как он какой-то чувак тащит большие камни. И на камеру, наверное, не видно это. Даже не чувак, а женщина. Как они доехали? И увидел большую ящерицу. Реально большая ящерица. Пойдем здесь как раз. Вот дорога есть. Я боюсь, чтобы не отобрали флешку. Дети с мамами тащат уголь. Все тащат уголь, я смотрю. Отсюда все тащат уголь. Здесь пройдем? Там? Да. Колючая проволока. Туда. Пошли прямо лучше. Прогуляемся. Здесь какие-то посты есть. Люди сидят с красными повязками. Повторюсь, раньше было спокойное отношение к любым туристам. Сейчас все это вызывает желание закрыться, убежать. На нас уже, по-моему, все смотрят, да? बगल में ही गाँव है ना? हाँ हम लोग का बिस्तर हम लोग का थानवा है ना हाँ। थाना के पास रहता है। कितना बिक जाता है? हाँ बिक जाता है। मतलब एक पूरे में कितना बिक जाएगा? इस टोकरी में हाँ? 50 रुपए देता है टोकरी, 30 रुपए टोकरी। 50 за один. Они продают. 50 рупий, да? Да. А сколько она на себя вот за один раз может положить вес? Сколько килограмм? कितनों किलो? Поднимает она? किलो ये हो तो लगता है 10 किलो? नहीं 10 किलो से ज़्यादा होगा। 2 किलो ये हल्का खौला नहीं पूरा खांची में खाची में हाँ? 50-40 किलो 50 किलोग्राम। За раз поднимает она, да? नहीं पुलिस ये तो मनी लेता है पैसा पुलिस देना कर दे अच्छा 1400 Сколько вот здесь килограмм? 50 आना 50? अब यही बतिया हो हाँ हाँ काहे दिया 14 वाला के लम्मा देखी जिसका माल था उसका नहीं देना चाहिए जिसका नहीं था उसको देना चाहिए काहे दिया В общем, все, кто живут возле угля, все, кто вот рядом живут, получается, забирают его. Сюда идет? Отключаюсь камеру. अरे आने दीजिए ना कैसे करेगा वो В общем, военные охраняют, но при наличии денег и взяток можно потихонечку таскать уголь с утра. Ну, как и вчера и говорили, ребята. То есть тут даже особо-то и никто не прячется. Все так берется, спокойно. 50 рупий, 50 килограмм угля. Представляете, эта женщина, она сама весит 50 килограмм. Спокойно тащит. Здесь все горит, все дымит. А внизу добывает
тяжелая спецтехника. Какой-то постапокалипсис. Здесь реально очень жарко. Вот я теперь понимаю, откуда эта жара берется. Из-под земли выходит. Все из-под земли. Не жизнь, а сказка. Это натуральные феномена. Натуральный феномен. Постоянно все дымит здесь. По факту это какая-то экологическая катастрофа. Мало того, что жгут, еще и дымит все само по себе. Пришел какой-то дядька и говорит, лучше долго здесь не рисоваться. Внимание мы привлекаем. हम लोग के ही काम है अच्छा सुबह सुबह डेली यहीं करते हैं ना? दिन से अगर इन लोग का काम है हाँ? सुबह सुबह का दिन से अगर अच्छा दिन भर यहीं काम होता है। कितना कमा लेते होंगे तब तो दिन भर? 4000 5000 पर डे बर्थडे तो बहुत है। इतना तो हम लोग नहीं कमाते हैं। आइए इसी में आप भी काम कीजिए अरे मेरे से इतना उठेगा नहीं ना। Спроси, пожалуйста, у них сколько в день выходит заработать? Я уже спросил. Ага. 4 или 5 тысяч. На одного человека? Да। Или на семью? आप लोग पूरा मिल के 5000 कमाते हैं कि एक एक आदमी? केले कमाते अजीन весь день То есть они- она 4000 в день зарабатывает Да. рупий. Да, Это 4000 рублей. Это $50. как она сказала. Но весь день работает, не только утром. Спроси, можно я с ними останусь тут Снимать. работать? मुझे она сказала мне. Я сказал, что вы больше работаете, чем мне. Она сказала, давай вы тоже здесь работаете. लेवे देना अभी वाला दे दे तो ना अब तू घरे जाए ए मोटी तोरा उतार के दे हियो एक जोड़ी इनके भरे दे एक जोड़ी है ना करे तो चुरकवा ले चलिए घर रे किधर? उधर भी और है क्या? हां हां रेनोवेशन करते हैं ना। सर फोटो मत लीजिए हम लोग का काम करते हैं वो नशा तो दवाई там тоже есть многие такие. $50 в день. तो आप क्यों नहीं कमाते? हम नहीं कमा पाएंगे ना, हम उतना दूर से थोड़ी ना आएंगे यहाँ कोयला चोरी करने के लिए। तो आप तो ये लोग चोरी कर रहे हैं, आप चोरी नहीं करते? नहीं, तो आप लोग सरकार की तरफ से हैं, क्या काम करने वाले? सरकारी नौकरी है ये समझिए, अच्छा समझे। लेकिन हम लोग प्राइवेट में हाजिरी के द्वारा खट रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। समझे। हाँ। तो वही बोल रहे हैं कि आप लोग हैं daleko ani mogut tuda brać уголь, они живут рядом, поэтому они могут. А кто рядом живет, тот может уголь брать. А они издалека, они столько не разрешают. А они что здесь делают? Они работают здесь? हाँ, Работают, да. बस На वही है। государство? Да. Не государство, частное На государство. час. Сколько они зарабатывают в день? Вот हम लोग के те, यहाँ кто... भी आप लोग कितना कमाते हैं? हम लोग इतना कमाते डेली हैं, नहीं 300, मिलता है, 400, 15 दिन पर 15-20 दिन के बाद एक गाड़ी मिलता है। 500 за 500 рупий в день. Потому что как частная Всё, я понял, понял. Агентство только они положили 100 работать. समझे। डेली वही मिलता बात तो है। टेंशन नहीं रहता हम लोग का डेली का कमाई नहीं है। Они не работают, как заработают каждый день. Они получат после месяца или 15 अभी дней. दिन भर इस सारा दिन धूप में खटेंगे ना तो हमको 500 रुपया मिलेगा। Весь день они работают, то 500. Таскают на себе уголь, да? Они тут же работают, но они не местные, поэтому они не как... А, все, я понял. А с каких они штатов? तो आप लोग कहाँ से हैं? मतलब कौन हम से? लोग यहीं के बगल से हैं, बगल में रहते हैं? Selfie? है कहाँ से? भंसार थाना के पीछे से। नहीं 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 другой деревня, но рядом. Мгм. समझे। हम लोग बहुत गरीब मजदूर हैं, क्या करें, भूख मरते हैं तो इतना धूप में खटते हैं। Они бедные, для еда только работают. Скажи, что я им очень сочувствую на самом деле. ये बोल रहे हैं कि हम आपकी दर्द को समझ सकते हैं. ठीक है, लिखेंगे. Можешь ей дать А? 500 рупий? Я тебе сейчас отдам. Хорошо. Сейчас дай ей? 500. Да, 500 дай, и мы пойдем отсюда. А то там начинают люди откуда-то сходиться. Скажи, чтобы она день не работала. Все, спасибо. Thank you. Пусть отдохнет женщина. Так, ну, я чувствую, здесь придется потом ноги мыть. Здесь прям пыль по колено стоит. В общем, те, у кого есть возможность утащить уголек, тот хорошо зарабатывает.
Опять же, утащить просто так не всем разрешают. Это вот только кто граничит с забором. Те, кто приезжает уже с соседних регионов, соседних деревень, им, ну, так давайте по-русски говоря, воровать не разрешают. Так, пойдем отсюда, пройдем. Вы достаточно снимали. Да, уходим потихонечку. В общем, видите, вот, да, уголь уже, вот этот уголь, он приготовленный. Его приготовили. И он уйдет куда-то. Военный подошел, сказал, никаких съемок. Поболтали и, говорит, раньше, до того, как здесь была техника, они делали норы шахтным методом, добывали уголь. Много людей давило. Сейчас пришло государство. Уголь добывается уже с помощью спецтехники. Кто шустрый, тот и живет здесь. 21 век на дворе. До сих пор загружают грузовики вручную углем. То есть для компаний дешевле нанять обычных рабочих, чтобы они тазиками закидывали в грузовик, чем нанять спецтехнику, которая будет тратить солярку. То есть она дороже обходится. Людоединицы ничего здесь не значит. Значит их количество. Как раз проходим главный вход туда. Он слева. Там огромное скопление народу. Ну вот как раз видно, как женщины тащат этот уголь. Можно. Не каждый мужик утащит такой вес. Мне кажется, тут даже больше, чем 50 килограмм. Давай положим, покладем. Ой. Уголь потеряла тетенька. 50 килограмм в одной корзине в такой. Здесь ровно по 50 килограмм они носят. Меньше не может быть и речи. В них, мне кажется, в самих по 40 максимум. Методом спросов и расспросов мы узнали, что такса в день стоит у местных, чей забор смежен с карьером, 1500 рупий в день. То есть никто не будет считать, сколько ты там тазиков вынес. У тебя есть время со стальки-то до стальки-то. Все, ты работаешь. Тебя увидели, отметили, все. Будь добр занести.